Шабак и Цааль сообщили об освобождении военнослужащей из плена Хамаса. Хамас опубликовал видео с заложницами. Израиль объявил Северный Кавказ зоной максимальной угрозы для граждан. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 31 октября, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. Пресс-служба армии обороны Израиля и Шабак распространили вчера совместное заявление, в котором говорится, что во время наземной операции в секторе Газы была освобождена военнослужащая, взятая в заложники боевиками Хамаса 7 октября. Из плена освобождена рядовая Ори Мегидиш, она была наблюдательницей на границе с Газой. Девушку осмотрели врачи, ее состояние хорошее, она встретилась со своими родными. Военные сообщили, что операция была очень рискованной, израильские бойцы вошли вглубь вражеской территории, командование и контроль осуществлялись из оперативного штаба Шабака при личном участии главы службы общей безопасности Ронена Бара и начальника генштаба Герца Олеви. Все прошло точно по плану, с израильской стороны никто не пострадал. Большая часть подробностей засекречена, чтобы не раскрывать врагу методы израильских служб безопасности. Премьер-министр Нетаньяху поздравил Шабак и Цааль с важным достижением и подчеркнул, что оно выражает наше обязательство добиться освобождения всех заложников. Бригада из Азина Аль-Кассама опубликовали вчера видеозапись обращения израильтянок, удерживаемых в качестве заложниц, к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. На видео показаны 3 заложницы: 50-летняя Елена Трупанова из поселка Нир-Оз, 44-летняя Даниэль Алони из Явно, похищенная в Нир-Оз, и 36-летняя Римон Киршт. На видео одна из заложниц, Даниэль Алони, говорит, что они находятся в плену Хамаса 23 дня и требует от Нетаньяху немедленно сделать все возможное для освобождения пленных, находящихся в Газе. Женщина говорит, что ей известно о встрече правительства с семьями похищенных. «Мы должны быть освобождены», — говорит она. Заложница также обвиняет руководство Израиля в том, что 7 октября армия не смогла защитить гражданское население около границы Газы. Эта женщина говорит, что необходимо объявить прекращение огня, чтобы Хамас мог осуществить процедуру обмена. После публикации видеозаписи премьер Нетаньяху выступил с заявлением: «Это жестокая психологическая пропаганда Хамас ИГИЛ. Обнимаем семьи заложников, мы сделаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой», — сказал премьер. Премьер-министр Нетаньяху выступил вчера с обращением к международным средствам массовой информации по поводу войны между Израилем и Хамасом. До недавнего времени многие верили, что обещание прогресса в 21 веке позволит нам выйти за рамки варварских ужасов прошлого и приблизиться к лучшему и блестящему будущему. Ужасы, совершенные Хамасом 7 октября, напоминают нам, что мы не сможем реализовать обещание лучшего будущего, если мы, цивилизованный мир, не захотим сражаться с варварами, потому что варвары готовы сражаться с нами, продолжил он. Происходящее глава правительства назвал поворотным моментом. 7 октября Израиль находится в состоянии войны. Израиль не начинал эту войну, Израиль не хотел этой войны, но Израиль выиграет эту войну, заявил премьер-министр. Он добавил, призывы к прекращению огня – это призывы к Израилю сдаться Хамасу, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет, подчеркнул премьер. Президент Ицхак Герцог в интервью немецкому изданию Bild заявил, что гражданка Германии Шани Лук 7 октября была обезглавлена террористами Хамаса. «Мне очень жаль это сообщать, но мы получили информацию о том, что Шани Николь Лук была убита, ее череп найден», — сказал президент. «Это означает, что эти варвары, эти садистские животные просто отрубили ей голову, когда они напали, а потом пытали и убивали израильтян. Это большая трагедия, и я выражаю глубочайшие соболезнования ее семье», — сказал Герцог. Семья Шани Лук, 22-летней гражданки Германии, выросшей в Израиле, получила уведомление о том, что она мертва вчера. Официальное уведомление было передано организации ЗАКа и армии обороны Израиля. При этом было сказано, что была найдена ее кость основания черепа, опознанная по ДНК. Врачи-специалисты заявили, что эта находка однозначно свидетельствует, что девушка погибла. Таким образом, на видеозаписях террористов было показано тело мертвой Шани, хотя ее семью пытались убедить в том, что она тяжело ранена и находится в больнице в Газе. Глава правительства Биньямин Нетаньяху утверждал, что не знал о серьезности ситуации в Газе, однако в подробном документе, полученном им еще в 2016 году от Авигдора Либермана, который тогда возглавлял Минобороны, был изложен практически весь сценарий событий, который сбылся 7 октября, включая вторжение боевиков на территорию Израиля, захват поселков и похищение заложников. Тогда Нетаньяху проигнорировал этот документ. На 11 страницах пункт за пунктом перечислены намерения Хамаса, включая проникновение хорошо обученных
футбольных командос на территорию Израиля, захват еврейских поселков и похищение людей. Основной целью террористов, согласно оценке Либермана, было уничтожение Израиля до 2022 года и освобождение всех палестинских территорий. В документе отмечается, что результаты такой атаки могут быть для Израиля более разрушительными, чем война судного дня. Издание отмечает, что Либерман в бытность министром обороны был встревожен усилением Хамаса в Газе. Однако к его предостережениям не прислушался тогда не только глава правительства Нетаньяху, но и глава Генштаба в тот период Гади Айзенкот. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что отдал распоряжение не осуществлять перевод Рамалле налогов и пошлин, собранных Израилем для палестинской автономии. Глава Минфина обосновал свое решение поддержкой выраженной правительством палестинской автономии атаки Хамаса на израильские населенные пункты 7 октября. Он также обратился к премьеру Нетаньяху с просьбой созвать экстренное совещание военно-политического кабинета по данному поводу. Согласно Парижскому протоколу, являющемуся приложением к соглашениям Осло, Израиль собирает для палестинской автономии таможенные пошлины и ряд других налогов и переводит их правительству автономии. По последним данным, из суммы налогов около 600 миллионов шекелей Рамалла тратит на выплаты семьям террористов. На фоне последних антисемитских и антиизраильских выступлений штаб национальной безопасности и МИД Израиля присвоили российскому Северному Кавказу максимальный 4-й уровень угрозы. Гражданам Израиля рекомендовано незамедлительно покинуть территорию следующих регионов Российской Федерации: Чечни, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, а также Краснодарского края и Ставропольского края. Недавние события в Дагестане могут заставить Шабак пересмотреть разрешение данной футбольной сборной страны на поездку в Косово на отборочный матч чемпионата Европы. Об этом сообщает Ynet. Речь идет о так называемой «красной зоне» – поездке в мусульманскую страну в разгар военной операции Израиля в секторе Газы. Информационные службы Федерации футбола Израиля сообщили, что оценка ситуации структурами безопасности проводится на данное время на ежедневной основе. Однако, цитата, «нет шансов, что мы на этот матч не приедем». Игра сборной Израиля против сборной Косово в Приштине должна состояться 12 ноября. В общей сложности за 9 дней с 12 по 21 ноября сборная Израиля должна провести 4 решающих отборочных матча. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Беer-Шеве 31, в Эйлате 33. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.